Всем доброго времени суток. Сегодня у меня пробная попытка переночевать зимой при минус 16 в землянке. Вот видите, минус 16 у нас показывает термометр. Вот. Землянка выстужена. И попытаюсь ее прогреть, чтобы можно было переночевать. Переделал печку. Сейчас мы посмотрим. Так. Вот. Сделал вот такую вот печурку. Жестяной короб какой-то. И вот дверцу вот такую вот. Переднюю часть сделал и забабахал сюда щели асбестовым шнуром заделал. Ну, попробуем, как оно будет. Вот и вот тут два отвода на 50. И вот такой у меня как вот искрогаситель получается. Потому что травы наверху сухой много. И чтобы вот не загорелось, приходится вот такие вот колена выделывать. Ну что ж, попробуем запустить ее. Разгорается. Я думаю, пока холодная будет дымить. Все-таки. Дым валит. Почему-то все равно тяги нету наверх. Ладненько. Разберемся. Прижмем. Тут вот замазал, просто зола, развел ее и вокруг трубы замазал. Поэтому всю золу собираю отдельно, уголь тоже отдельно просеиваю. Посмотрим, как это все будет выглядеть, прогреется землянка или нет. Пока у нас там печка раскочегаривается, что времени нет. Берем снега, растопим. Водичка нужна будет. У нас тоже такое потепление было. У нас образовался жесткий. Утрамбуем. Надо сделать. Холодненько, однако.
Печечка у нас там топится. Вот видите, полно травы сухой на холме. Так, мыльня у нас всю тут порушила. Пришлось ветку отпиливать, потому что все вот это было на крыше землянки и на будущей бане. Вот. Очень много деревьев. Рядом тоже повалило. Ой, время 2 часа дня. Потому что печечка у нас 2 часа как топится. Температурка у нас +5. Ну, учитывая то, что топилась постоянно при открытых дверях, чтобы дым выходил, это вполне приемлемо. И время пришло пообедать. На обед у нас сегодня вот такие вот. Супчик будет с моря, морским гребешком. Такая вот штука, ну что-то маленькая какая-то. Будем заваривать 2. Вот такой вот кубик. Морская капуста, ну и гребешок там, наверное. Водичка у нас давно уже растопилась, вскипела, прокипела. И запариваем. Ух, не видать даже, сколько там надо залить. Вот так вот. Полкружечки зальем. Вот, и поставим на печечку. Пусть немножко поварится, заварится. Вот так вот. Подождем 5 минут, пока заварится у нас все это дело. Итак, 5 минут у нас прошло. Посмотрим, что у нас там. О! О! Вот такое вот. И не видно ничего. Варево. Да? Все парит. Так, ну на вид вроде бы вполне даже ничего. Паром заволокло. Ну что, распечатаем булочку с вилочкой. Так, что у нас тут? Вполне даже очень даже приемлемо. Умеет же делать, а? Так что, если что, рекомендую такой быстренький перекус, запарить супчик с морским гребешком. Вполне приемлемо. Тут капусты больше, если честно. Но горячо. Горячо. Хлебушка надо отрезать. Так вот.
в меру остренький. Но хорош супчик. Так что, если кто-то принимает пищу в данный момент, приятного аппетита. Но для густоты, наверное, можно было бы хоть бомж-пакет туда, забубеней. Завалилась камера. Да что ты, падай? Как вы видите, у полотна зубья закаленные, но разводки нет, поэтому иногда ее закусывает на больших диаметрах бревен. Серьезно? Серьезно? Надо с камерой вместе не отпилить. Это полено. Так, выключу пока.
нормально. Дуб. Проблема для этой пилы. Яша еще закусывает полотно. Видите, все. Это разводки. Нету разводки по нормального дерева. Вот такое вот полотно. Дешевое, порядка 50 рублей стоит. Но я его могу порекомендовать только для сада, в случае пилить. Но для леса, для походов такое полотно не пойдет. Хотя вроде и закалка, вот видите, да? Они закаленные зубья, все. Вот. Но дело в том, что без разводки более 10 сантиметров закусывает, то есть пилит на ширину полотна и дальше закусывает его. Все, не идет оно. То есть приходится прилагать много усилий, чтобы перепилить. Вот, если кто-то знает, где взять получше, рекомендуйте.
Ну что ж, всем приятного аппетита. Ну, а мы пока принимаем пищу, ну, заодно послушаем какую-нибудь аудиокнигу. Так, ну вот, пытаемся все заткнуть. Дверь вот так вот заделали тканью. Стало меньше дуть оттуда. Печка работает. Кино смотрим. И тут сейчас заделаем. Вот. Возьмем, распустим мешок строительный и заделаем тут, чтоб капель нам спальный мешок не намочила. Не очень приятно, когда капает. Немножко тут подтаяло все и капает. Сплошная. Распустим мешочек. Сделаем изоляцию. Приходили мужи чистые, прилетали девы ясные, мыри долбили лучистые, воли дать вдя кропы гласные, не согласные с неволею, лишь летать хотели вешние. Нежной сварги долею приходили волны встречные. Привет. Лора в шоке, попросил меня склеить тебе полезно. Тогда и я тоже правда? Киска, что нам делать? Знай, дедов малоних огненных, разливай путь лодий солнечных. Здравы будьте, дети Ория, приходите в час уроченный, во урочище святилище, пригла древняя великая, тайну нечистых хранилище, Дева мира многоликова, Итак, 12 часов ночи. Температура у нас 12 градусов плюс. И мы ложимся спать. Всем спокойной ночи. Утром, надеюсь, проснуться. Всем доброе утро. Ой, время 7:40. Опа. И сейчас глянем, что у нас там с температуркой. Вот, в принципе, спать было достаточно комфортно. Ух, лазим. О. О. Так. Температура у нас 6-7 градусов. Получился
дрова забрасывал последний раз. 2 часа ночью. По 1 градусу в час падает температура. Несмотря на то, что мне не кажется, очень сильно передавали. Это сыпрочек, лучик. Печечка горячая еще. Чайничек теплый. Ну что ж, такие выводы можно сделать по ночам. Зимой землянки. Все хорошо, но лучше не начинать. Пока. Печки слишком. Проблема гнися. Дымит. Сейчас приду домой, надо будет все стирать, потому что вся одежда просто прокоптилась. Закопченная. Проблема только в этом. Снежок пошел. Ветерок. Красота. Пора двигаться домой. Ох, и сдувает.